Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Надеюсь, видео вам понравится. Вы ставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. Нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет и слова благодарности. Вы моя большая группа поддержки. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже один раз работали, да, с данной цветовой палитрой, с новым узорчиком. Смотрите, ниточки называются Нако, Мохер, Деликат. Вы можете брать совсем любые ниточки, какие вы захотите, какие у вас есть, какими вам удобно вязать. Я вам просто показываю ниточки и узорчик. Итак, что здесь в составе? 5% мохер, 10% шерсть, смотрите, и 85% премиальный акрил. Идем дальше. Нам здесь советуют, пока не забыла, сразу же скажу вам цвет. Цвет 1036, либо 1036, да? Итак, нам советуют брать крючок 4, но я уже работала с данной пряжей крючком номер 3. Мне, в принципе, понравилось. Вы подбираете под свою пряжу. Крючок вот у меня будет 3, я буду ей вязать. Итак, узорчик сегодня несложный. Раппорт узорчика будет составлять 8 петелек. И так как у нас пряжа тоненькая, да, видите она, и крючок тоненький, давайте наберем с вами, например, 40 петелек и одну петельку дополнительно наберем, чтобы узорчик красиво закончился. Я наберу, в общем, 41 воздушную петельку. Повторюсь, раппорт узорчика 8 петелек. Смотрите, ниточка пушистая, видите? Поэтому крючок сильно тоненький не берите, новички. Угу. Потому что может цепляться волоски. А так ниточка ведет себя очень-очень даже хорошо. Ну что, свяжем? Давайте. Итак, все как всегда. Для начала мы делаем петельку фиксации. Есть. А теперь я набираю 41 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Вот наш будущий образец. Далее. Новичкам настоятельно рекомендую сделать следующий, получается, ряд столбиками с накидом. Это будет нам намного проще. Мастера, мастерицы опытные могут пропустить данный ряд и непосредственно уже вязать сам узорчик. А мы с новичками, смотрите, делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Далее отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку ныряем. Вытягиваем ниточку. И провязываем столбик с накидом. Есть. И мы так будем шагать в каждую петельку цепочки и провязывать в каждую петельку цепочки столбик с накидом. Итого, если я набирала 41 воздушную петельку, у меня должно получиться 41 столбик с накидом. Вы смотрите для себя, какая у вас цепочка, сколько у вас петелек в цепочке. Самое главное, чтобы количество петелек совпадало с количеством столбиков. И вот так вот мы аккуратненько, монотонно, медитативно делаем весь ряд. В дальнейшем, особенно новичкам, будет намного проще провязывать такой узорчик, потому что будет много воздушных петелек. И когда в цепочке вы можете буквально, ошибиться, да, либо перешагнуть, либо не досчитать петельку, то в столбиках, в верхушках вы точно уже не ошибетесь. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы провязали дорожку из столбиков с накидом, все аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала мы делаем одну воздушную петельку, поворот, и сюда же, вот в этот же столбик, верхушку этого столбика, провязываем столбик без накида. Есть. Далее, смотрите, делаем 2 воздушные петельки, 1, 2, накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4-й столбик провязываем 2 столбика с накидом. 1 и сюда же 2. Есть. Далее 2 воздушные петельки и возвращаемся в этот же столбик и провязываем еще 2 столбика с накидом. 1
сюда же 2. То есть у нас как бы формируется вот такой вот веерочек. Идем дальше. Опять делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. Смотрите, здесь пропускаем 3 столбика. Опять по верхушкам. Раз, два, три. И в четвертый столбик, верхушку четвертого столбика провязываем столбик без накида. Есть. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в четвертый провязываем точно такой же веерочек. Вот такой же, который мы только что провязывали. Итак, столбик с накидом. Раз. Сюда же столбик с накидом 2. 2 воздушные петельки. Раз, два. И опять 2 столбика с накидом сюда же. Раз, два. Угу. И то есть вы будете чередовать, получается, столбик без накида, веерочек, столбик без накида, веерочек. Понятно? Ничего сложного. Опять 2 воздушные петельки. И опять раз, два, три столбика пропустили, в четвертый столбик без накида. Все, до конца ряда. Сколько вы набирали столбиков, до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Не сложно? Не сложно. Давайте. У вас получится. В конце ряда я встречаю вас. Так, смотрите, вот такая первоначальная красота. Последний наш веерочек. И мы опять делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. В столбиках пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И вот у нас были 3 петельки подъема. В самую третью петельку, последнюю, мы провязываем столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. И смотрите внимательно. Сейчас получается, мы с вами сразу же переключаемся вот на наш веерочек. А именно вот эти вот 2 столбика с накидом мы провязываем как 2 столбика с накидом. За первый столбик провязываем столбик с накидом. И за второй столбик провязываем столбик с накидом. Ничего сложного. Угу. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. И смотрите, делаем накид. Сейчас мы будем работать с этой арочкой. Да? Вот наш веерочек. 2 столбика первых, 2 последних. Между ними арочка из 2 воздушных петель. Проваливаемся в эту арочку. Смотрите, накид. Провалились, взяли ниточку, подтянули, не провязываем, держим на крючке. Раз. Накид сюда же 2. Накид сюда же 3. 4. 5. 6. Вы можете делать меньше, да, накидов и непосредственно петелек. Вы можете делать больше. Сейчас мы провязываем все петельки вместе за один раз. И обязательно зафиксировать. У нас получился вот такой пышный столбик. Учтите, чем больше вы делаете накидов и петелек, тем эффектнее будет смотреться вот такой пышный столбик, шишечка. Но чем больше вы берете петелек, да, и получается и накидов, естественно, тем больше ваш узорчик кушает пряжи. Поэтому учтите. Идем дальше. 2 воздушные петельки. Раз, два. И вот эти последние 2 столбика веерочка провязываем точно так же столбиками с накидом. Раз, два. Понятно? То есть у нас сейчас вот такой вот веерочек получился. Видите, он как бы в разные стороны, да, растет. А по центру такая вот шишечка. Что делаем дальше? Накид. Сразу же перепрыгиваем к следующему веерочку. Опять первые 2 столбика провязываем как столбики с накидом. Раз и 2. 2 воздушные петельки. Раз, два. Работаем, получается, вот центральной арочкой нашего веерочка. В арочку ныряем. Я буду нырять 6 раз. А вы смотрите, как вам удобнее. Накид раз, накид 2, накид 3, 4, 5, 6. Все вместе провязать за один раз и зафиксировать. 2 воздушные петельки и последние 2 столбика провязываем столбиками с накидом. Раз, столбик с накидом 2. Все, ничего сложного. Понятно? И у вас получается вот такие вот интересные веерочки. Видите? В центре шишечка. Все, давайте вот так вот до конца ряда. Несложно. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, вот мы провязали с вами ряд с нашими шишечками. Красота, как мы заканчиваем ряд. Вот мы провязали последние 2 столбика. Так, делаем накид и провязываем столбик с накидом. Вот у нас столбик без накида предыдущего ряда. Мы беремся за столбик и провязываем столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Далее что мы делаем? 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И смотрите внимательно. Сюда же, вот верхушку этого получается столбика мы провязываем с вами
еще 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. Пока повторяйте, потом поймете принцип. Есть. Далее что мы делаем? 2 воздушные петельки. Раз, 2. И переключаемся на нашу шишечку. Беремся за верхушку шишечки и провязываем столбик без накида. Есть. Далее 2 воздушные петельки. Раз, 2. А теперь смотрите. Вот наши 2 веерочка. Раз веерочек, да? 2 веерочек. Помните? Вот между ними сформировалась вот такая вот арочка. Будем работать вот в этой арочке. Итак, накид. Ныряем в арочку. Провязываем 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. Есть. 2 воздушные петельки. И опять сюда же в эту же арочку ныряем. И провязываем 2 столбика с накидом. Раз. 2. И у нас формируется вот такой вот веерочек. Помните? Мы точно так же провязывали в самом-самом первом ряду. То есть мы провязываем как самый первый ряд нашего узорчика, только с небольшим смещением. Угу. Дальше после веерочка, помните, были 2 воздушные петельки. Делаем 2 воздушные петельки. После воздушных петелек шел столбик без накида. Мы его делаем в верхушку нашей шишечки, пышного столбика. Столбик без накида. Опять идут 2 воздушные петельки, и мы делаем 2 воздушные петельки. И вот в эту арочку, помните, между двумя вот этими веерочками большими, вот в эту арочку, мы делаем вот такой вот первоначальный маленький веерочек. Понятно, да? То есть вы делаете точно так же, как делали самый первый ряд. Просто небольшое смещение. 2 воздушные петельки и сюда же опять 2 столбика с накидом. Маленький веерочек. 2 воздушные петельки и в шишечку столбик без накида. Понятно? Все, несложно. Повторяем самый первый ряд. Давайте. До конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали ряд с маленькими веерочками. И заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. То есть мы будем провязывать в последний наш столбик, да, вот именно в 3 петельки подъема будем провязывать 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. Все. Вот так вот наш ряд заканчивается. Далее 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот. Далее по узорчику 2 воздушные петельки. Раз, 2. Итого 5 воздушных петелек. Дальше накид. И вот эти вот 2 столбика мы провязываем с вами столбиками с накидом. Вспоминаете, да? Раз столбик с накидом и следующий столбик провязываем за верхушку 2 столбик с накидом. Есть. Вспоминайте, да? То есть получается мы от одного веерочка сразу же перепрыгиваем к следующему веерочку. Накид. Вот эти первые 2 столбика опять провязываем столбиками с накидом. Раз и 2. 2 воздушные петельки. Раз, 2. И вот нашего веерочка, арочка. В арочку ныряем, провязываем шишечку или пышный столбик. Я делаю пышный столбик из 6 накидов и 6 петелек. Вы делаете как вам удобно, да? Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Все вместе провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки и 2 столбика опять провязываем столбиками с накидом. Раз, 2. Как только провязали 2 столбика, видите, вот наш веерочек, да, растет в разные стороны. Сразу же переключаемся на следующий веерочек. Вспомнили? Все. И получается, ваш узорчик состоит всего лишь из 2 рядочков. Единственное, что данные рядочки будут просто смещаться. Все, а так ничего сложного. Понятно? Вот такая вот красота. Давайте сделаем наш образец чуть побольше, да, увеличим, чтобы посмотреть всю прелесть узорчика. То есть вы сейчас провязываете веерочки с шишечками, обратно, получается, возвращаетесь обычными веерочками. Веерочки с шишечками, обычные веерочки. Не забывайте, что вы сейчас, когда провяжете, так, вы будете потом повторять самый первый ряд. То есть у вас шишечки будут вот в таком так шахматном порядке. Угу. Все, давайте увеличиваем наш образец. Встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая вот красота. Смотрите, видите, шишечки? Они как бы в шахматном порядке. Так? И как бы шишечка каждая находится вот в таком вот ромбике. Как бриллиантик. Видите? Интересно. Вроде со стороны кажется так путано, на самом деле нет, не путано. Вот такая вот красота. Вот такой вот ажурчик.
с такими вот шишечками. Интересно, интересно. Узорчик получается двусторонний. Какая сторона вам больше понравится, такая сторона у вас будет лицевая, палантинчик, или это будет кофточка, кардиганчик. Будет очень интересно. Можете одним цветом, двумя, тремя цветами делать, то есть как вам будет интересно. Смотрите, я показала, как я закончила, да, то есть у нас получается будет все равно вот таким как бы волнами, да, узорчик идти. Как можно выровнять? Смотрите, там, где получается у нас низинка, я сделала столбик с накидом. 3 воздушные петельки. Там, где у нас верхушечка, столбик без накида. И опять 3 воздушные петельки. Там, где низинка, столбик с накидом. Видите? И получается у нас краешек выравнивается. А обратно просто провязала. Сколько столбиков, да, сколько воздушных петелек, столько и столбиков. 3 воздушные петельки, 3 столбика, столбик в столбик. 3 воздушные петельки, 3 столбика, столбик в столбик. Все, и видите? Краешек ровненький. Если вам нет необходимости делать ровный краешек, вы можете вот так вот волнами и оставить. Смотря какое у вас будет изделие. Естественно, я жду в комментариях, куда можно применить данный узорчик. Возможно, кто-то им уже вязал. И не забывайте, что вы можете шишечки сделать поменьше, шишечки можно здесь сделать побольше. Опять же, пряжа может быть любая, не только такая, как у меня. Вы можете использовать от самого тоненького хлопка, грубо говоря, да, до полиэфирного шнура. То есть это может быть и для сумочек, и для ковриков, да, например, либо для летних топиков, маечек и так далее, и так далее. Давайте замерим. Я набирала 41 воздушную петельку. Если этим же крючком, если этой же пряжей, если этой же плотностью вязания, то это получается 22 сантиметра. Видите, да? А тут получается у нас, смотрите, вот наш веерочек, да, большой. Получается веерочек это 2 ряда. Вот посчитаем как бы по шишечкам. 2, 4, 6, 8, 10, 12 рядов. И получается последний 13 и первый вот этот вот 14. Вот такой вот получается высокий узорчик. 15 сантиметров. Здорово, здорово. Необычно, необычно. В копилочку ваших узоров. Если не знали такой еще узорчик, то вяжите с удовольствием. Если знали такой узорчик, говорите, что вязали. Нам будет всем интересно. Вот такая вот красота. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки на канале. Делитесь с друзьями, подружками. Я с вами не прощаюсь. Мы встретимся в новых видео. Пока-пока.